Всем привет! Меня зовут Роман, мне 39 лет. Я работаю в международной IT-компании, но в свободное от работы время занимаюсь своим любимым хобби. Мы с семьей на своем дачном участке создали мини-питомник, на котором размножаем декоративные хвойные растения. Сегодня у нас встал вопрос, как же можно промаркировать растения, чтобы эта маркировка сохранялась надолго. Дело в том, что вот такие бирки, сделанные на них надписи перманентным маркером, как правило, хватает на один сезон. Конечно же, есть вот такие стикеры, которые печатаются на термопринтерах и используются садовыми центрами, но они требуют специального оборудования, а именно самих принтеров. Так как мы купили растения без таких табличек, высадили их как маточные растения для того, чтобы с них брать черенки, то, например, весной, когда опадет листва, это будет сделать очень проблематично, а именно идентифицировать, где какой сорт, и правильно потом промаркировать эти черенки, что это именно нужный нам сорт. Из разных вариантов, которые я смотрел в интернете, искал, были предложены разные, как выжигание на дереве, ламинация и так далее. Но так или иначе разные варианты все равно имеют свои минусы и не очень нам подходят. Один из предлагаемых вариантов, который я хочу вам сегодня показать, можно назвать вечным. Это вечные бирки, вечные ярлыки для растений. Для этого нам потребуется жестяная банка из-под какой-нибудь газировки. Сегодня мне потребуется, наверное, 3 такие пустые банки. Я их предварительно помыл. Мне необходимо промаркировать 9 растений для того, чтобы весной не было проблем с черенкованием, именно с древесным черенкованием. Мы будем нарезать древесные черенки, и без листьев порой очень сложно определить нам, как новичкам, что это за растение, тем более, что за сорт. Нужно будет промаркировать форзицию, сирень, пузыреплодники, разные лютеус и диабло. Один из пузыреплодников зеленый лист имеет, другой красный. Но весной, когда листьев нет, очень сложно разобраться. И время идет, и можно просто забыть, где что высажено. И также промаркировать нужно 4 вида гортензии. Это мохито, фрайс мельба, аннабель и ванила фрайс. Ну давайте сейчас вместе с вами попробуем сделать так называемые вечные бирки. Берем банку, ножницы. Наша задача первым делом отрезать верхушку и дно. Осторожно с краями, мы потом их выровняем. Затем разрезаем вдоль. Вот такая заготовка у нас получилась. И будем нарезать полоски шириной где-то 3-4 сантиметра. Получается, у нас жестяные банки, сделанные из алюминия. Они не поддаются коррозии, не гниют, не ржавеют, не распадаются под влиянием солнечных лучей и по сути являются вечными. Но я в предыдущий раз сделал закругленные края, просто чтобы снизить риск травматизма. И верхушку можно вырезать на ваше усмотрение какой-нибудь такой интересной формы. Что-то вроде формы бутылки. Ну вот, когда заготовка имеется, я советую сначала сделать надпись, а затем уже сделаем отверстие для крепления. Давайте, например, начнем с сирень обыкновенная. У меня есть вот такая отвертка с разными насадками. Я выбрал такую кругленькую насадку.
попробуем сделать надпись ей. И просто вдавливаем название. Я буду писать сокращенно. Тут, в принципе, для идентификации много слов и букв не нужно писать. Вот, сирень обыкновенная. Дальше что мы делаем? Мы вот эту вот петельку сворачиваем вдвое, кладем также на дощечку, и можно каким-нибудь острым предметом сделать отверстие. Отверстие делается для того, чтобы продеть нержавеющую проволоку. В интернете писали о том, что некоторые продевают просто веревку, но веревка гниет со временем, поэтому самым надежным и долговечным материалом для крепления именно к растению будет вот такая нержавеющая проволока. Как видно, проволока на вдвое сложенном листе алюминия держится довольно прочно. Никакой ветер оторвать не сможет. Еще я недавно на Озоне приобрел вот такой маркер, называется маркер краска. Купил черного и белого цвета. Хочу продублировать эту надпись поверх вдавленных букв и посмотреть, насколько долго эта надпись продержится на такой поверхности. Ну, даже если она будет смыта, то ничего страшного, вдавленные буквы будут на очень-очень долгие годы. Вот такая надпись у нас получилась. Ну, нужно дождаться, когда краска эта высохнет, и потом посмотрим, что из этого получится, как будет себя вести эта бирка, на сколько лет ее хватит. Также сделаем и с остальными. Форзиция Inwood Gold. Гортензия Аннабель. Если у вас под рукой нет такой отвертки, как у меня, с таким тоненьким закругленным кончиком, то давайте попробуем взять обычную отвертку, которая, думаю, у всех есть, и попробовать написать ей. В принципе, как вариант, тоже неплохой. Ну и если вдруг получилось так, что у вас не хватает сил сделать отверстие отверткой, то можно взять небольшой гвоздик и воспользоваться молотком. Ну, мне осталось сделать несколько табличек, не буду вас утомлять, доделаю их уже за кадром, и потом пойдем привязывать их к растениям. Ну, пойдем вешать наши таблички. Сейчас мы пойдем за территорию, там, где у нас высажены некоторые маточные растения.
Так, это сирень обыкновенная. Здесь пузыреплодник лютеус. Это форзиция. Оставляем запас для будущего роста побегов, чтобы проволока их не сдавила. Это пузыреплодник Диабло. И еще одна сирень. Здесь у нас маточные кусты берючины. Растет живая изгородь. Гортензии я уже промаркировал. Ну а в следующий раз, в ближайшем видео, я вам расскажу про еще один способ тоже неплохого варианта изготовления садовых бирок. Тоже достаточно долговечного. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.